Ах ты ж, зараза такая, куда собралась, да еще и втихаря. Мать поймала дочь у калитки с чемоданом в руках. «Уйди, сил больше нет в этой деревне прозябать. В город поеду учиться», — оттолкнула пожилую матина. «Если сейчас уедешь, больше домой не возвращайся». «Не пущу». Маруся кричала ей вслед из калитки, грозя палкой, на которую опиралась. Догнать дочку, убегавшую с чемоданом из родного села, она не могла, в последнее время сильно болела нога. Да и гоняться за этой здоровой козой пожилой матери вроде как бы было стыдно перед односельчанами. Вот так рожай в 40 лет, вроде как на радость себе, а в старости не знаешь, чем тебе это все обернется. Ведь Мария в свое число уже и не чаяла стать матерью, а тут этот заезжий чет шабашник из города. Так ее обхаживал, просто прохода не давал, жениться обещал, говорил, что семью хочет. Да еще и подружки замужние все, как сговорились, подначивали, мол, чего кочевряжешься, такой мужик видный. Вот она и поддалась на елейные уговоры. Осенью ухажер уехал, не попрощавшись, а она поняла, что беременна. Да только решила она и у Дуняя искать, какой прок от такого. А вот за ребеночка она была ему очень благодарна. Сама, наверное, не решилась бы родить, а тут уж вышло, как вышло. Так пусть и будет. Назвала она родившуюся дочь модным именем Инна, совсем не деревенским. И вот теперь ее долгожданная выпистыванная кровиночка сбежала от собственной матери. Что теперь остается делать одинокому человеку? Надо как-то жить дальше. Заниматься привычными делами, их пока никто не отменял. Печь сама не истопится, дрова не накалятся, и щи не сварится. И Маруся, всю жизнь привыкшая к порядку и дисциплине, смирилась и стала жить привычной жизнью. Но сердце болело за дочку. Как она там, в городе, чем занимается, какие у нее успехи. Инна, правда, иногда писала ей, что, мол, учится в медицинском училище, живет в общежитии и все у нее хорошо. Но к матери не приезжала, видно, боялась, что та ее больше в город не отпустит. Летом и осенью Маруся по обыкновению ходила в лес за грибами да за ягоды. Лес был совсем рядом, рукой подать, ведь ее дом стоял на самом краю деревни. Она любила бродить по лесу даже просто так без дела, любоваться его красотами, вдыхать свежий воздух, вспоминать былую жизнь, когда она была молода и полна сил. Как-то в один из дней она возвращалась из леса домой. Еще издалека женщина увидела, что у калитки кто-то стоит. Две небольшие фигурки, молодая женщина и маленькая девочка 2 лет. Иночка. Сердце ее упало куда-то вниз. Иночка вернулась. Маруся заплакала, обнимая любимую дочку. «Мам, это дочка моя, твоя внучка Вероника. Примешь нас? Ну, конечно, мне ведь без вас жизни нет. Вот приходится одной прозябать», — заговорила обрадованная Маруся. «А я как раз хотела оставить у тебя Веронику. Понимаешь, я тут решила поступать в медицинский, хочу врачом стать, и если в училище я с ней еще кое-как справлялась, то институт не потяну. Можно внучка у тебя поживет, а я буду к вам часто приезжать. Но, конечно, дочка, учись, может, от тебя толк будет людям». Мария не стала спрашивать, что да как, где отец ребенка и почему она скрывала от матери ее рождение. Мою судьбу повторяет, только и вздохнула, подумав такое о Марусе. Инна уехала, а бабушка с внучкой остались. Вероника была хорошей, небалованной, послушной и некапризной. Так и стали жить вместе старая да малая в одной избе. Инна сперва часто приезжала, потом учеба затянулась и дочь появлялась только по праздникам. На одну пенсию бабушке прожить было тяжело, и Маруся все время думала, где бы подзаработать на жизнь. А тут подвернулся удобный случай. Соседка порекомендовала пустить квартирантов, и как раз подходящий кандидат нарисовался. Бывший военный в отставке хотел снять угол на лето. Правда, он был не один, а с собакой. Но Марусю это не сильно смущало, да и подросшая Вероника очень любила животных. А вот и мне такая затея совсем не понравилась, когда она приехала навестить родных и обнаружила в доме новых квартирантов.
Инна боялась собак до дрожи в коленях. С детства, когда ее довольно крепко помяла и укусила одуревшая от заточения в квартире овчарка. Тогда в их деревне было много дачников с животными, вывезенными из квартир. Но Инна понимала, что не имеет морального права перечить матери и выставлять свои условия. И она смирилась, хотя держалась от пса подальше. А вот Вероника обожала Джерри, и он отвечал ей любовью на любовь. И с Алексеем Петровичем, хозяином собаки-женщины, хорошо поладили. В тот день Инна приехала с гостинцами. Невероятной красоты блокноты и раскраски для Вероники. Она их просто обожала. Самые разные, лишь бы с узорами яркие. А еще кисти, краски, бумагу, фломастеры мелкие, целый пакет инструментов для юного творца и абрикоса. Диковинный фрукт для их северных мест. Вероника зашуршала подарками и ушла в комнату, и вроде как села рисовать. Новые краски же надо было опробовать. Семья неспеша готовилась к ужину. Вдруг из комнаты выскочил Джерри и бросился к ногам Инны. Пес завыл, завертелся, как юла, и выбежал в центр кухни. Инна прикрикнула на него, что это еще за выходки в доме. Джерри думал не больше секунды, бросился к Инне, острыми когтями разодрал на ее ноге новые колготки и побежал прочь, причем не в прихожую, а в комнату. Инна погналась за ним с тряпкой и увидела на полу Веронику. Она издавала еле слышный хрип. Лицо ее посинело, обе руки на горле, девочка хватала ртом воздух. Джерри подбежал к ребенку и стал вылизывать ее лицо, потом отскочил в сторону Инны, потом опять к девочке. Что происходит, ничего не понимаю. И тут мать, озираясь, увидела рассыпанные на столе косточки от абрикосов. Теперь стало все понятно. Дочка подавилась косточкой. На шум прибежал Алексей Петрович, который был в этот момент на улице. Они схватили малышку за ноги и стали трясти. Энергично, несколько резких рывков. Вверх-вниз. «Ну давай, давай», — приговаривала вслух Инна. В этот самый момент косточка вылетела. Девочка громко заревела. Она сидела на полу, заливалась слезами. Инна рыдала от страха и от счастья одновременно. Джерри же слизывал слезы с ее щеки, и она даже не сопротивлялась. все хорошо», — сорвавшимся голосом причитала женщина, обнимая за шею пса. «Иди ко мне, иди сюда». Она крепко прижималась к Джерри, который еще совсем недавно был для нее самым страшным зверем. Но с этого дня он стал для нее самым лучшим другом. Впоследствии Алексей Петрович подарил им такого же щенка, детеныша Джерри, а Инна стала доктором и вернулась работать в родное село. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!